Всем привет! Мы продолжаем наш круиз по Турции. И сегодня мы с вами прибыли в турецкий курортный город Бодрум на Эгейском побережье. Мы с вами уже посетили Стамбул и Кушадасы. Видео оттуда есть на канале. Ну а теперь нас ждет город, который часто позиционируется как достаточно элитный курорт Турции. Посмотрим, так ли это. Все увидите своими глазами. Нас ждет замечательная прогулка по городу, знакомство с его архитектурой и историей, множество интересных фактов и просто приятное видео. Так что устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Мы прибыли в город Бодрум, вернее в его круизный порт. Нас ожидает вот такая немножко пасмурная погода, но при этом теплая. И, как нам сказали, пожар есть чуть-чуть. Вот. Но мы пойдем смотреть город. Он находится в противоположной стороне. Круизный причал вдалеке от центра. Потребуется пройтись пешком, и мы сейчас посмотрим, через что мы будем идти. И да, действительно, причал находится несколько вдалеке от исторического центра, но это не мешает добраться до него неспешным шагом по приятной набережной, в принципе, получив такую основательную уже прогулку на этапе первичного знакомства с городом. Сразу же с причала виднеется и центральная часть историческая, и крепость, и новая застройка на холмах вокруг города. Кроме, собственно, нашего круизного лайнера, отсюда, с причала, ходят также паромы до греческих островов, например, до Коса. Ну а теперь не теряем времени и пойдем в сторону центра. И первыми нас встречают турецкие котики. Дорога к центру проходит вдоль вот такой вот набережной. Мы сейчас пройдемся, я думаю, минут 15, может быть 20, а может даже 25. Кстати, мы видели, что здесь ходит очень много паромов, как минимум в Кос. Это недалеко греческий остров, и вообще по всему Эгейскому побережью Турции очень тесное паромное сообщение с Грецией. Поэтому, если у вас есть Шенген, ну или вы планируете поездку сюда, можно его оформить и, в принципе, поездить в Грецию, совместить две страны в одной. Они буквально в 25 минутах плавания друг от друга находятся, и, в принципе, хороший будет опыт. Кстати, раньше здесь жило тоже довольно много греков, но после обмена населением 20-е годы 20 века здесь живут в основном только турки. Ну и, наверное, британские экспаты. Мы обратили внимание, что набережная фактически состоит из двух небольших бухт, вдоль которых мы с вами пройдемся. Сразу отмечу для тех, кто хочет приехать сюда на пляжный отдых. Да, в городе есть городские пляжи, но купаться там не самое большое удовольствие, хотя в целом возможно. Наилучшие же и нетронутые пляжи находятся за пределами города, там же, где и все основные люксовые и не очень отели. Ну а в город можно приехать, просто погулять, сходить в ресторан и встретить, например, закат. Так, если говорить про сам город Бодрум, вообще почему он так называется? Вон, видите, там крепость, я ее уже показывал некоторое время назад. Эту крепость построили крестоносцы, госпитальеры и назвали вот эту местность Петрониум. Ну, потом произошло некоторое упрощение, и город стал Бодрумом. Кроме этого, еще один интересный факт касательно крепости. Она была построена в том числе из обломков Галикарнасского мавзолея. Само слово «мавзолей» произошло от имени царя Мавсила, который правил здесь в древние времена. Соответственно, он построил себе усыпальницу, и она так и была названа «Мавзолей». Ну а Галикарнасский, потому что когда-то давно здесь был город Галикарнас. Ну а теперь здесь один из самых элитных курортов Эгейского побережья Турции. Так ли это? Смотрим дальше. Вот там расположился наш круизный лайнер. Соответственно, мы уже прошли большую часть маршрута вдоль берега.
Здесь вот такие вот замечательные пирсики. Ну а сама набережная на всем протяжении пешеходная, и вот люди с нашего же круиза идут. Там бухта исторического центра, и прямо напротив меня сейчас главная вот эта вот крепость, построенная еще в средние века, ну вернее в поздние средние века. С погодой не сказать, что везет, но по крайней мере не заливает. И в целом довольно хорошая такая морская свежесть. Ну что ж, остановились мы здесь всего на один день, поэтому у нас было ограниченное время, чтобы исследовать город. В свою очередь, мы постарались показать вам его полностью, даже не возвращаясь на судно на обеденный перерыв. Я надеюсь, что наша прогулка вам понравится. Повсеместно видно основное направление туризма для отдыхающих. Если вы будете гулять по Бодруму, вы увидите множество баров, кафешек и ресторанчиков. Это основное времяпрепровождение местных туристов. Мы заметили, что это, как правило, британские подданные. Интересен также стиль самого города, который часто встречается на Эгейском побережье и в целом по Эгейскому морю. Это частое сочетание синего и белого цветов, характерное для греческой культуры. Собственно, здесь когда-то тоже жили греки, по крайней мере совместно с турками уж точно. Ну а теперь остался только стиль, но в целом уже неплохо, что хотя бы сам вот этот архитектурный стиль здесь сохранили, и в целом он даже стал такой туристической достопримечательностью. Поскольку время нашего выхода с корабля было довольно раннее, может быть 9 утра, хотя для кого как, но посудите сами, все еще довольно пустое. Видимо, открывается ближе к обеду, ну и люди гуляют до самой поздней ночи. Мы, к сожалению, уезжали еще до заката. Поэтому спешим познакомиться с городом и спешим увидеть все своими глазами. Пляжи в центре города прилегают вплотную к жилой застройке. Это здорово, если вы сидите в ресторане или баре, ощущать такой морской бриз и свежесть. Но не очень здорово, если вы решите здесь позагорать. Поэтому, повторюсь, я рекомендую отдыхать за пределами Бодрума. Продолжаем двигаться по историческому центру города. Он состоит из плотной застройки и старинных зданий. Повсеместно есть магазины, есть также бутики, кафе и рестораны, как вы уже поняли. При этом я рекомендую заворачивать на каждых улочках и находить скрытые жемчужины. В иных местах у вас может получиться роскошная фотосессия. Нам очень понравилось оформление улиц. Зачастую можно увидеть разнообразие декоративных растений, либо иные элементы благоустройства и украшательства. Как, например, данные постеры вдоль одного вполне неплохого барчика. И вот то, о чем я говорил ранее, согласитесь, приятно сидеть в баре вот с таким бризом и таким видом. Через весь исторический центр проходит центральная пешеходная торговая улица. Я бы даже назвал ее торговая магистраль. Иногда вам могут предлагать посетить магазины, иногда даже довольно настойчиво. Но совсем не Египет, даже не рядом, так что все в порядке. А вот здесь на дальнем плане вы можете видеть огражденные реставрационные работы. Здесь когда-то была греческая православная церковь, но в скором времени из руин воссоздадут какое-то многофункциональное здание. Ну, хотя бы так. После того, как греческих жителей города отсюда вывезли, за церковью некому стало ухаживать. Но вот мечети, безусловно, содержатся в полном порядке.
Ну а мы, пройдя центральную пешеходную улицу, выходим к набережной и порту, а вернее марине, соответственно, стоянке яхт. Здесь мы можем увидеть огромное количество яхт, катеров и прочих кораблей и лодок, сконцентрированных в одном месте. Косвенно это подтверждает, что здесь очень сильно развит яхтенный спорт, ну или как минимум морской транспорт и прогулки. Ну а мы сдвигаемся левее вдоль набережной, чтобы подойти вплотную к крепости и рассмотреть ее в подробностях. Крепость Святого Петра или крепость Петрониум. Как я ранее сказал, ее действительно построили крестоносцы. Но крестоносцы из острова Родос, который здесь недалеко. Построили они ее когда-то с разрешения турков, ведь у них была проблема с защитой данных территорий. Турки справедливо решили, что, возможно, хотя бы крестоносцы обеспечат нужную защиту. В стенах крепости вы повсюду сможете увидеть гербы и прочие рыцарские символы, но кроме них, сами камни представляют собой огромную древность, ведь они когда-то составляли Галикарнасский мавзолей. Чуть далее я расскажу вам про Галикарнас, когда мы дойдем до более древней истории. Ну а пока я считаю, знакомство с крепостью можно завершить, и от средних веков мы двигаемся обратно в современность, далее по городу. Что касается самого города, необычайно приятный, уютный, современный и при этом исторический, зеленый и ухоженный. Видно, что в город вкладываются большие деньги. Но сам город дешевым не является, поэтому все объяснимо. Однозначно могу порекомендовать вам посетить Бодрум, хотя бы чтобы прогуляться по его уютным улицам и прекрасным набережным, сделать фотографии, познакомиться с культурой и, возможно, историей, ну и вкусно покушать в ресторане или кафе. Ну а мы постепенно переходим в более современную часть города. Здесь улицы становятся шире, а благоустройство более современным. При этом отчетливо видно, что общий архитектурный стиль остается практически тот же самый. На самом деле тут есть закон, который строго регламентирует новое строительство и обязывает придерживаться общего культурного стиля города. Двигаясь дальше, оставляем позади крепость Петрониум, еще раз оглянувшись назад. В какой-то момент я ловил себя на мысли, что эти яхты мешают наслаждаться мне городом. Возможно, лично по моему ощущению, здесь их прям слишком много. Как я уже сказал ранее, здесь яхтенный спорт и в целом водный транспорт активно развит. Я думаю, что многие корабли и яхты стоят здесь большую часть года просто в связи с удобной бухтой и размерами самой марины и порта. При этом отсюда действительно можно добраться до островов Греции, ну и в целом до других примечательных точек на побережье Эгейского моря. Даже не имея своей яхты, вы все равно сможете добраться отсюда куда-нибудь по воде, например, на таком пароме. Он идет на юг провинции Мугла, это та же провинция, в которой мы сейчас, и причаливает в порте Дача, практически Дача. Но кроме надводного вида транспорта, иногда встречается еще и подводный. Например, вот эта подводная лодка была сделана местным инженером, ну а теперь выставляется как экспонат.
Я надеюсь, вы обратили внимание, что постепенно распогодилось, солнце стало все больше и ощущения от города опять меняются. А вот как раз ситуация номер один, которая меня, как любителя архитектуры, смущала в первую очередь. Ну смотрите, крепости же совсем не видно за яхтами. Дойдя до конца набережной, мы уткнулись в торговый центр, естественно, с дорогими ювелирными магазинами, ну и магазинами одежды. Поэтому здесь знакомство с центральной набережной мы закончили и пошли гулять дальше. К этому моменту мы уже сложили определенное впечатление о городе. В целом он нам понравился, и мы были очень рады, что смогли его посетить в рамках нашего круиза. Город цветущий, ухоженный, опрятный и очень интересный. Ну а теперь, идя по улицам, мы погружаемся в более древнюю историю города и сразу же начинаем встречать артефакты древности. И в первую очередь этим артефактом является огромный античный театр. Этот театр был построен в стародавние времена и рассчитан как минимум на 10 тысяч зрителей. Смотрит он, конечно же, лицом к морю. Таким образом, за вашей сценой, если бы вы были зрителем в этом театре, находился бы прекрасный панорамный вид на море, бухту и острова. Согласитесь, у древних греков был свой вкус. Но построено это было не во времена крепости Петрониум и уж тем более не во времена Бодрума. Как я сказал ранее, когда-то здесь был древний богатейший город Галикарнас. Он был самым могущественным во всем регионе. Но, как известно, все хорошее имеет свойство заканчиваться, и благополучие города тоже закончилось. Но, что удивительно, по сравнению со многими другими городами, не при нашествии турков-сельджуков или османов, а еще во времена, кого бы вы думали? Александра Македонского. Именно он уничтожил этот город, хотя город был греческим. Здесь же сразу можно увидеть греческие символы и надписи на древних колоннах. Может быть, у меня будут знатоки на канале, которые смогут перевести, что же здесь написано. Ну и заключительный исторический факт на сегодня. Александр Македонский разрушил город не просто так. Город сражался на стороне Персии и очень активно, зато и поплатился. А я думаю, вы уже успели оценить вид, который открывается со стороны амфитеатра. Прямо через дорогу самая лучшая панорамная площадка в Бодруме. Так что ориентируйтесь на античный театр для того, чтобы увидеть город сверху. Ну и сделать прекрасные фото и видео. Сам вход в античный театр совершенно бесплатный. Только сверяйте часы и время работы. Таким образом, мы имеем как минимум две исторических достопримечательности из времен античности, которые можно посетить и нужно посетить, если здесь будете. Это, соответственно, театр и руины Галикарнасского мавзолея. Но там, к сожалению, ничего не осталось, потому что руины были использованы при строительстве крепости, которую вы сейчас видите на экране. Как вы здесь можете видеть, в городе придерживаются архитектурного кода. Здания невысокие, окна часто подкрашиваются синим, ну и в целом выдержаны белый цвет или как минимум светлые оттенки, за редким исключением. Вот, кстати, интересно, при каких условиях это исключение разрешается? Может быть, кто-то договорился? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну а далее мы решили немного двигаться вдоль дороги и вернуться уже по другому маршруту, потому что с такой высоты цель определенно была ясна. Движемся в сторону корабля.
Попутно мы встречаем местных обитателей. Природа совсем близко к городу, несмотря на то, что здесь такая плотная застройка и особенно плотное движение. Вернулись ближе к центру и, пройдя шумные городские улицы, возвращаемся обратно к набережной. Постепенно количество людей на улицах стремительно увеличивается. Было бы интересно увидеть, что здесь происходит вечером и ближе к ночи, но такой возможности у нас, к сожалению, не было. Зато у нас была возможность наслаждаться прекрасным солнечным морем и наблюдать за яхтами и корабликами, которые вышли в плавание. Наверное, из той марины. Откуда же еще? Вот такое получилось наше знакомство с Бодрумом. Мы с вами прогулялись от порта, куда причаливают лайнеры, через набережную в исторический центр, прошлись по центральной торговой улице, вырулили к крепости и современной яхтенной марине, оказались с вами в античной части, увидели древний греческий театр и узнали, как я и обещал, множество интересных исторических и не очень фактов про город. И я надеюсь, составили впечатление про город, увидев его полную и подробную панораму с достаточной высоты. Ну а что же касается нашего мнения, то Бодрум, безусловно, красивый, милый и очень ухоженный город. Но отдельно только его для поездки я бы не рекомендовал. Совместите этот город с отдыхом в каком-нибудь 5-звездочном отеле, выезжая сюда, или может быть с прогулкой на яхте, а может быть с яхтенным маршрутом. Либо отправьтесь на пароме на греческие острова, либо наоборот, приплывайте сюда из Греции. Ну а также я рекомендую организовать по возможности большое путешествие по Эгейскому побережью Турции. Например, вы также можете посетить и доехать прямиком до Кушадасы. Посмотрите видео на нашем канале, мы там уже были, недалеко, кстати, находится Эфес. Так что в рамках, например, круиза, как мы прибыли сюда, это прекрасное направление. Обратно в итоге мы двигаемся тем же маршрутом, что и шли к центру города, вдоль замечательной бухты, попутно осматривая окрестности. Лайнер ждет нас в порту, а вокруг снуют яхточки и кораблики, вышедшие ближе к середине дня в море. По дороге делаем небольшой пит-стоп для того, чтобы сохранить настроение отдыха, и отправляемся на корабль. На этом завершается наше знакомство с городом, который, как вы поняли, совсем не только и не столько про пляжный отдых, но также он обладает огромной древней историей, которая прошла сквозь тысячелетия. Определенные плюсы были у выхода в море при свете солнца. Мы смогли наблюдать за островами и Эгейским побережьем Турции, возможно, даже частично Греции, наблюдая такую прекрасную пейзажную картину. Ну а если вы досмотрели до сюда, я надеюсь, вам понравилось видео. А если оно понравилось, буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на канал для того, чтобы не пропускать наши новые ролики. Мы уже с вами посетили Стамбул и Кушадасы, ну а далее нас ждет Измир. Ну а на этом все. Благодарю за внимание, до новых встреч и пока-пока!